И многие лета можно говорить о книгах, как многие из них побеждали зло и невежду, а многие приняли смерть от поругательства меча и огня. Как книги скитались, зарывались в землю и предавались забвению, а несшие их побивались камнями, предавались смерти. Но многие мысли и знания вырывались со страниц тленных, овладевали умами, подобно духу, возносились. Мне не просто в этом месте. Я человек скорее 21 века и привык, что любая информация у меня на экране телефона. И вбивая в Яндексе, я получаю достаточно быстрый ответ. Это больше место близко моим предкам, моему деду и отцу. Именно они относились к книге немного по-другому. Именно они собирали макулатуру, чтобы получить заветную книгу Жюля Верна или, например, Фенемора Купера. Но когда я беру в руки книгу, я на каком-то генетическом уровне понимаю, что в моих руках что-то очень родное, что-то важное и даже ценное. То, от чего я не могу отказаться. Здание, в котором располагается аграрный университет, строилось с 1899 по 1903 год. В строительстве в качестве счетовода принимала участие сестра Ленина Ульянова Мария Ильинична. Библиотека аграрного вуза уникальна тем, что она старше своего университета. Библиотека основана в 1900 году с книжным фондом 3500 томов. Еще, когда существовало Средневолжское земледельческое училище, а аграрный вуз появился только в 1919 году. Самой старинной книгой и одной из жемчужин Самарского ГАУ является книга 1748 года «Обстоятельное наставление рудному делу» под авторством Шпаттера Ивана Андреевича. Есть еще рукописная книга 1888 года «Физиология растений», составленная по лекциям Климента Аркадьевича Тимирязева, и много других редких ценных книг. Приходя в библиотеку, первое, что приходит на ум, это древняя шкатулка. Но эта древняя шкатулка как лоскутное одеяло, которое соткано из обрывков истории, человеческих жизней и академических знаний. В этой шкатулке слышится гомон множества голосов и обрывков разной речи и судеб. Это место производит странное впечатление. На закате библиотека подобна хамелеону. Меняет цвет и становится желто-розовой, таинственной, мистической. И когда библиотека пустеет, понимаешь, что библиотекой управляют не люди, а давно ушедшие великие. Во многом именно они вершат ее судьбу и историю. Сегодня библиотека СамГАУ – это симбиоз новейших и хорошо проверенных временем технологий. Заявку на книгу можно сделать по электронной почте, и в нужное время она будет ждать вас в определенном зале. Здание, в котором находится библиотека, не только само по себе красивое,
Оно складывается из уникальных людей, которые здесь работают. В настоящее время библиотека аграрного вуза расположена на более чем 800 квадратных метрах. В 6 секциях: научная библиотека, отдел редкой книги, электронный каталог, учебная библиотека, читальный зал и издательский центр. Библиотека насчитывает более 500 тысяч экземпляров книг. Широко представлены научные журналы по всем направлениям подготовки студентов. Электронный каталог составляет более 160 тысяч библиографических записей. Библиотека сотрудничает с крупными российскими и зарубежными электронными издательствами. Кроме того, издательско-библиотечный центр осуществляет редакционно-издательскую деятельность Самарского ГАУ. Библиотека трепетно относится к памяти и жизни родной Самарской области. На базе библиотеки бережно хранится уникальный экземпляр книги, написанной Петром Алабиным, 25-летие Самары как губернского города, изданная в 1877 году. И если вы меня спросите, нравится ли мне библиотека, я отвечу, что пока присматриваюсь. И мне кажется, жизни всего человечества не хватит, чтобы понять всю значимость и важность немого проповедника – книги. И если бы мне дали лист бумаги и попросили нарисовать то, как я представляю библиотеку, я бы нарисовал что-то такое, от чего бы веяло чуть-чуть волшебством. И в то же время живое, шумное и немного крикливое. И оно, это нечто, было бы разных оттенков. И смотря на это, человек бы то смеялся, то плакал. И я бы нарисовал, если бы умел. Но я не умею. Скажу лишь, что это место неоднозначно. Оно разное во всем, кроме одного. Она важная часть того места, где она находится.